Привет! Вы удачно заглянули на канал ажурного магазинчика. Этот японский чепчик за $100 покорил сердца модниц и подиумы. Но его уже невозможно купить. Сегодня я раскрою его секрет и научу вязать из доступной пряжи. Шикарная модель маскарад от японского бренда La Maison de Lulis в стиле бохо-шик. Почему же я заинтересовалась именно этой моделью? Постоянная клиентка попросила меня повторить эту модель по фото из интернета. И у меня начался ажурный квест. На первый взгляд, простая ажурная шапочка на деле оказалась полна секретов. И создание этого чепчика превратилось в настоящее вязальное расследование. Если смотреть только на фото, трудно догадаться, как именно сконструирована эта шапочка. Я потратила немало времени, чтобы разгадать эту японскую головоломку. И сегодня я передаю этот ключ вам. Вам не нужно ничего додумывать, я подарю вам уже разгаданную загадку, и мы свяжем эту красоту вместе, а заодно повысим вашу квалификацию. Любителям классических шапочек и панам подскажу по ходу урока, как внести изменения. Оригинал сделан из манильской пеньки абаки. Это растительное волокно из листьев текстильного банана. Но ее нельзя стирать. Мой вариант из конопляной пряжи. Полная противоположность. Мягкий, практичный, и его легко привести в порядок. Предлагаю использовать любую доступную пряжу. Лен, хлопок, конопля. Пишите в комментарии свое мнение, подходящий по составу для этой модели пряжи. Желательно с названием и производителем. Мне кажется, даже толщина пряжи может быть самая разная. И возможны осенне-весенние варианты. Что скажете? Готовы начать наш секретный квест? Тогда берите крючки, приступаем. Основная часть шапочки – это полоса из 6 элементов в нижней части и по 2 элемента с каждой стороны, с лица и затылочная часть, соединенных между собой крайними сторонами. Получается такой вот маленький ажурный топ для малышки или для куклы. Открытыми остаются по одной стороне от каждого элемента наверху. Вот квадратик такой у нас остался на макушке. И точно так же по 4 стороны от каждого элемента по бокам. Первая сторона, вторая, третья, четвертая. И если мы вот так вот сложим нашу конструкцию, то получается у нас с вами горловина и пройма. Останутся пока свободными. 6 мотивов, 4 мотива. Вяжем первый элемент. Делаем начальную петлю. Набираем 4 воздушных петли. Замыкаем в кольцо соединительным столбиком. Заводим крючок внутрь кольца. Вводим рабочую нить. Подкладываем хвостик между рабочей ниткой и крючком. И провязываем первый столбик без накида. Набираем в кольцо всего 12 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Снова подворачиваю хвостик нити вокруг колечка и продолжаю. 8, 9, 10, 11, 12. Хвостик нити у нас уже достаточно хорошо упрятан, и его можно обрезать. Завожу крючок под верхние полупетли верхнего столбика и делаю соединительный столбик с последним столбиком в этом ряду. Одна воздушная петля подъема, и в эту же петлю столбик без накида. Три воздушных петли для арки первого ряда. Вот они, эти арочки. Пропускаем один столбик внизу на верхние полупетли второго столбика, вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли. Пропускаем один столбик на кольце, на следующий вяжем столбик без накида. И таких арок у нас на колечке получится 6.
3 воздушных петли, столбик пропустили, на следующий столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик пропустили, на следующий столбик без накида. Заканчиваем в середине последней арки. Провязываем одну воздушную петлю и полустолбик с накидом под верхние полупетельки первого столбика в этом ряду. Вытянули рабочую нить и через все петельки на крючке протягиваем петлю. У нас с вами должна получиться арка, примерно похожая по размеру со всеми арками в этом ряду. 3 воздушных петли подъема, они же заменяют первый столбик с накидом в первом лепестке этого ряда. Еще один столбик с накидом. Столбик без накида. И половину лепестка уже второго ряда мы провязали. Переходим на вязание следующего лепесточка. Столбик без накида. 2 столбика с накидом. Первый. Второй. 2 воздушные петли. И еще раз 2 столбика с накидом. Первый столбик. Второй столбик. Столбик без накида. И переходим на вязание следующего лепесточка. Столбик без накида. 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли. И снова 2 столбика с накидом. И столбик без накида. Вот такие вот лепесточки у нас получаются. Довязываем так до конца ряда. Мы провязали последний лепесток в этом ряду, и нам нужно закончить еще первый лепесток. От него у нас провязана только половина. Вяжем столбик без накида, 2 столбика с накидом. Так же, как в прошлом ряду, заканчиваем ряд в середине арки. 1 воздушная петля и полустолбик с накидом в верхнюю воздушную петлю начальной цепочки в этом ряду. Заводим крючок в верхнюю воздушную петлю, выводим рабочую нить и провязываем все петельки с крючка. Получается, что мы закончили в середине маленькой арочки. 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. В следующем ряду в каждую арку на вершине каждого лепесточка мы вяжем по 7 столбиков с одним накидом. Сейчас мы находимся в середине первой арки. 3 воздушных петли заменяют нам 1 столбик. И в половине этого лепестка мы провяжем только 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 1 воздушная петля. И теперь вяжем 7 столбиков с одним накидом в следующую арку. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петля и следующие 7 столбиков на следующей арке. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петля. И так довязываем до конца ряда. На половинке первого лепестка нам останется провязать только 3 столбика с одним накидом. Завершаем соединительным столбиком с верхней воздушной петлей начальной цепочки. Вяжем последний ряд этого элемента. 3 воздушных петли заменят столбик с накидом узора и 3 воздушных петли для арки. В эту же петлю провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петля и на предпоследний столбик нижнего ряда провязываю столбик без накида. 1 воздушная петля. Между ракушками из 7 столбиков провязываю столбик с одним накидом, воздушную петельку и еще 1 столбик с одним накидом.
1 воздушная петля и столбик без накида на второй нижнего ряда. Столбик без накида на предпоследний столбик нижнего ряда, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и столбик без накида на второй столбик следующей ракушки. 1 воздушная петля, пропускаем 1 столбик внизу и на следующий, он центральный, вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом в эту же петлю. Первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петля, 1 столбик по низу пропустили, следующий столбик без накида. Вот такой нехитрый узор у нас с вами получается. Арка из 3 воздушных петель над ракушкой и арка из 1 воздушной петли между ракушек. 1 воздушная петля между ракушек, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и столбик без накида на следующую ракушку. Заканчиваем элемент до конца ряда. Довязали последний ряд до конца. Поднялась на 1 воздушную петлю от последнего столбика без накида. В ту же петлю, где провязаны первые 2 столбика с накидом, я вяжу еще 1 столбик. И в 3-ю воздушную петлю начальной цепочки вяжу соединительный столбик. 1, 2, 3. Над крючком у меня проходят 2 ниточки петли. Теперь нитку можно обрезать. Оставляйте длину ниточки побольше, чтобы удобнее было ее прятать иголкой, а не крючком. Поскольку я не собираюсь вязать белую шапочку, я сейчас распущу пару сторон этого лепестка и покажу, как я присоединяюсь в процессе вязания последнего ряда к другим элементам. Вот, к примеру, у меня это ранее провязанный первый мотив, и мне нужно присоединиться к его одной стороне. От угла над ракушкой из 7 столбиков мы провязываем половину. Это 2 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля. Берем следующий уголок и провязываем соединительный столбик, как бы среднюю петлю от этой арки. Еще 1 воздушная петля и возвращаемся довязывать уголок над 7 столбиками с накидом. Воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля, столбик с накидом между ракушками. Между столбиками с накидом в этой части у нас всего 1 воздушная петля. Мы берем также такую же часть предыдущего цветка и вяжем 1 соединительный столбик. Перекидываем рабочую нить и продолжаем вязать столбик с накидом между ракушками. 1 воздушная петля, столбик без накида на ракушку, 1 воздушная петля. В центре ракушки вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и берем следующий уголок. Соединительный столбик, перекинули к себе рабочую нить и довязываем уголок. Вот так будет выглядеть присоединение только по одной стороне с предыдущим элементом. И первая полоса у нас таких элементов состоит из 6. Когда мы вяжем последний элемент в полосе из 6, то мы соединяем его и с последним провязанным элементом, и с первым провязанным элементом по 2 боковым сторонам. Когда мы будем присоединять уголком, мы будем присоединяться по 2 сторонам. Когда мы провязали воздушную петлю от уголочка, мы провязываем соединительный столбик не в угол какого-то элемента, а между ними. Заводим крючок между углов ранее связанных элементов, делаем воздушную петлю и возвращаемся довязывать угол
Вот так это будет выглядеть. Ну, а дальше также, как и в первом случае. Вот так будет выглядеть соединение по двум сторонам. По трем сторонам аналогично присоединяемся там, где это нам нужно. Сам элемент совершенно несложный, но в данном изделии он выглядит очень выигрышно. Не убавить, не прибавить. Может быть, даже получше других каких-то более сложных элементов. Итак, я отсоединяю белый элемент от своего изделия. Белую шапочку я вязать не буду. Надеюсь, вам было на белых нитках достаточно понятно. Таких элементов нам нужно связать всего 10. 6 в нижнем ряду, они соединяются между собой по бокам. И 4 элемента вверху, на передней части шапочки и на затылочной части шапочки. Они соединяются между собой по крайним верхним сторонам. Встречаемся, когда эта часть работы у вас будет готова. Чтобы закончить вязание основной части шапочки, нам в свободные места нужно ввязать маленькие элементы. Они состоят всего-навсего из колечка. В колечко провязано 16 столбиков без накида и 8 арочек по 5 воздушных петель. Места присоединения у этих арочек точно такие же, как мы вязали, соединяя между собой элементы. Между уголков и между столбиков с накидом, где у нас провязана в арке одна воздушная петля. Между уголков и на арку с одной воздушной петлей. Между уголков и на арку с одной воздушной петлей. Свяжите колечко из 4 воздушных петель и провяжите внутрь 16 столбиков без накида. Так же, как и при вязании любого другого нашего элемента, начинаем со столбика без накида в первую петлю ряда. 2 воздушных петли. Начинаем привязывать элемент с любого удобного вам места. Вот, к примеру, между двух уголков. Завожу крючок между углов, провязываю соединительный столбик. 2 воздушных петли. Возвращаюсь на вязание колечко. Одну петельку внизу пропускаю, на второй столбик без накида. 2 воздушных петли. Теперь провязываю соединительный столбик между столбиков с одним накидом на арочку из одной воздушной петли. Соединительный столбик. 2 воздушных петли. Возвращаюсь к кольцу. Один столбик внизу пропустила, на следующий столбик без накида. 2 воздушных петли. Теперь нахожу следующие 2 угла. Завожу крючок под место соединения этих уголков. Провязываю соединительный столбик. 2 воздушных петли. Вернулась на колечко. Один столбик внизу пропустила, на второй столбик без накида. 2 воздушных петли. Следующее место соединения у меня с арочкой из одной воздушной петельки. Соединила. 2 воздушных петли. Вернулась на колечко. Одну петельку пропустила, на вторую столбик без накида. 2 воздушных петли. Следующее место соединения между уголков. Провязываю соединительный столбик. 2 воздушных петли. Возвращаюсь на кольцо. Один столбик пропустила, на второй столбик без накида. 2 воздушных петли. Нахожу следующее место соединения. Следующее место соединения — воздушная петелька между 2 столбиков. Завела крючок, провязала соединительный столбик. 2 воздушных петли. Столбик внизу пропустила, столбик без накида на следующий. 2 воздушных петли. Соединительный столбик между углов элементов. 2 воздушных петли. Столбик пропустила, на следующий столбик без накида. 2 воздушных петли. И последнее соединение с одной воздушной петлей между столбиков с одним накидом. 2 воздушных петли. И возвращаюсь соединительным столбиком
в первый столбик на этом колечке под верхние петельки закончила соединительным столбиком. И после того, как вы проверили правильность соединения, уголок между двух столбиков, уголок между двух столбиков, уголок между двух столбиков, уголок между двух столбиков и уголок, с которого мы начинали. Теперь ниточку можно обрезать, завести ее на изнаночную сторону, сделать узелок, а когда будете прятать хвостик в столбиках без накида, подтянуть размер колечка приблизительно до такого же размера, как провязаны колечки во всех элементах. Вот видите, это колечко немножко у меня большое, потому что я в него провязала 16 столбиков без накида. Но вот колечки, которые я связала ранее, вот эти элементы вставные, вот я подтянула, когда прятала хвостик нити, до похожего размера кольца, чтобы все у нас выглядело одинаково. Этим колечком выделяться своей величиной совершенно здесь неуместно. Провяжите такие же элементы из колечка и 8 арок на макушке и с другого бока. Я закончила свое колечко, подтянула немножко серединку, и она теперь похожа на серединки всех элементов и не выделяется размером. Вот так у нас теперь выглядит шапочка. Если бы мне кто-то сразу подсказал, что чепчик абсолютно несимметричный, я бы сэкономила на этом очень много времени. Глядя на единственное фото только с одного боку, и в голову не придет, что с другой стороны шапочки он выглядит совершенно по-другому. Да и если бы мне показали основную часть шапочки в виде маленького топа, я бы тоже ни за что не поверила. Ведь на центр лба приходится у нас не угол шапочки. Даже на фотографии понятно, что на центр лба у нас приходится соединение сторон. Маленькие мотивчики тоже добавили загадочности в общую конструкцию этой шапочки. Вот такой вот интересный урок преподнесла нам эта модель. И я очень довольна, что сумела разгадать это хитрое дизайнерское решение. Вот у меня в руках колечко, в которое провязаны 12 столбиков без накида. Столбик без накида на второй ряд не вяжу, у меня просто петелька. Начинаем присоединяться на второй столбик с одним накидом от угла элемента. Вот у нас провязанный маленький элемент. От него идут два больших элемента. И на левый элемент от угла на второй столбик с накидом под верхние полупетли мы начинаем присоединять наше маленькое колечко. Завожу крючок под верхние полупетли столбика с одним накидом. Вывожу рабочую нитку, провязываю соединительный столбик. Следующим соединительным столбиком возвращаюсь к колечку. Завожу крючок под верхние полупетли столбика, вывожу рабочую нить, довязываю соединительный столбик. Вот у нас получился вот такой вот уголочек из двух соединительных столбиков. Один наверх, другой вниз к колечку. Следующий столбик соединительный провязываю в арку из одной воздушной петли. Вывожу рабочую нить, провязываю соединительный столбик. Следующим соединительным столбиком возвращаюсь к колечку. Вот у меня уже два уголочка. Повторяю еще раз в следующую арочку из воздушной петли. Около двух столбиков с одним накидом в центре мотива. Соединительный столбик в арку из одной воздушной петли, соединительный столбик снова в колечко. Надеюсь, вам было видно. У нас получилось 3 вот таких вот зубчика, 3 уголочка. Ими мы присоединили колечко к шапочке. Вот так это выглядит. Один соединительный столбик на столбик с накидом около угла, один в арку и следующий в арку из одной воздушной петли. Около двух столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля подъема заменяет нам столбик без накида следующего ряда. Соединительный столбик между двух столбиков с накидом в центре. Поворачиваем удобное изделие к себе и вяжем арку из 3 воздушных петель. Пропускаем один столбик на кольце, в следующий вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли. Пропускаем один столбик на кольце, в следующий столбик без накида. Таких
арок у нас сейчас должно получиться 5. 3 воздушных петли, столбик пропустили, следующий столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик пропустили, в следующий столбик без накида. 3 воздушных петли последней арки. Соединительным столбиком возвращаемся на первый столбик под верхней полупетли около угла. У нас получилось кольцо с 5 арками, полностью присоединено к основной шапочке. Теперь продвигаюсь вперед соединительными столбиками в соединение между двух мотивов, вот сюда в угол. По воздушной цепочке один соединительный столбик. И вот сюда вот между элементов тоже еще один соединительный столбик. Одна воздушная петля. Поворачиваю изделие. Вяжу 2 столбика с одним накидом. Первый столбик. Второй столбик. 2 воздушных петли. Довязываю лепесток, теперь так же, как вязали в основном мотиве. 2 столбика с накидом, 1 без накида. Перехожу на вязание следующего лепесточка. Столбик без накида. 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли. И вторая половинка также 2 столбика с накидом. 1 без накида. Так довязываю все лепесточки в этом ряду. Провязала все лепесточки в этом ряду. От последнего провязаны столбики с накидом. Без накида столбик не вяжу. Соединительным столбиком захожу на арку из одной воздушной петли около угла. Соединительный столбик. Теперь мне нужно соединительными столбиками продвинуться в самый уголок этого элемента. Завожу крючок под верхние полупетли столбиков с накидом. Провязываю первый столбик, второй столбик и третий столбик провязываю в центр. Можно провязать сквозь воздушную петлю арки. Вот так. Одна воздушная петелька подъема. Переворачиваем изделие. И теперь вяжем ракушки из 7 столбиков с одним накидом. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Воздушную петлю между ракушками здесь не делаю. Перехожу на вязание следующих 7 столбиков на следующем лепестке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так плавно у нас элемент основной переходит на ухо. Вот он уголок нашего мотива. И вот он плавненько перешел. Довязываем ракушки до конца ряда. Я закончила вязать ракушки в этом ряду и перехожу соединительным столбиком уже на следующий мотив. После угла, арка угла, 2 столбика угла и вот арочка из одной воздушной петли. На нее захожу соединительным столбиком. И еще одним соединительным столбиком продвигаюсь в следующую арку из одной воздушной петли. Одна воздушная петля. Поворачиваю изделие. И прохожу соединительными столбиками под верхние полупетли последней провязанной ракушки. Вперед. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Одна воздушная петелька. Поворачиваю шапочку снова. И в арку нижнего мотива между 2 столбиков на арку из одной воздушной петельки провязываю столбики с одним накидом. Провязали 7 столбиков с одним накидом. В арку из одной воздушной петли перед углом провяжу столбик без накида, а в столбик с накидом под верхней полупетли провязываю соединительный столбик и здесь ниточку обрежу, сделаю закрепительный узелок на изнаночной стороне и заведу вот сюда вот хвостик в ракушку. Вот так будет выглядеть ушко на шапке, если мы ее смотрим сзади.
На оригинальной шапке тоже выделен вот такой вот уголочек, ракушка, и потом идет ушко. Вот у нас маленький мотив. От него идет первый цветок, второй цветок. На первом цветке ушко начинается. С лба шапочка переходит плавно в ухо. И вот таким вот образом переходит назад. Точно так же переход идет у шапки в оригинальном виде. И вот так у нас это ушко будет выглядеть спереди. То есть вот оно переходит на заднюю часть. Вот начинается и перешло вот так. Осталось все повторить в зеркальном отображении. Вроде просто, а не просто. Вяжем еще одно колечко на 12 столбиков без накида. Чтобы симметрично связать второе ушко, мы складываем нашу шапочку пополам, посередине лба, посередине затылка, укладываем ровненько мотивы, совмещая их друг с дружкой, и смотрим, где у нас должно располагаться второе ушко нашей шапочки. Мы видим, что мы привязывали колечко вот на столбике возле угла. И также мы сейчас должны начинать действовать похожим образом, но все-таки у нас будет получаться немножко по-другому. Второе ушко мы будем вязать почти так же, как мы вязали первое ушко, с небольшим изменением в последнем ряду. Точно так же мы будем присоединять это колечко, но в обратном порядке. Начнем с арки около 2 столбиков, потом арка из одной воздушной петли и полупетли столбика с накидом, второго от угла. Берем колечко, в кольцо провязаны 12 столбиков без накида, заводим крючок в арочку из одной воздушной петли после 2 столбиков с накидом, провязываем соединительный столбик. Следующим соединительным столбиком возвращаемся на колечко. Находим следующую арочку из одной воздушной петли, провязываем в нее соединительный столбик. Возвращаемся соединительным столбиком на колечко. Верхние полупетли второго столбика с накидом от угла. Заводим крючок под верхние полупетельки, провязываем соединительный столбик. Возвращаемся снова на колечко соединительным столбиком. Одна воздушная петля подъема. Следующее соединение у нас идет с аркой из воздушных петель в углу мотива. Заводим крючок в арку, вяжем соединительный столбик, 3 воздушных петли, поворачиваем изделие, вяжем арки по 3 воздушных петли, столбики без накида провязываем, пропуская по одному столбику нижнего ряда. Один столбик пропустили, на следующий столбик без накида. 3 воздушных петли, один столбик внизу пропустили, на следующий столбик без накида. 3 воздушных петли, один столбик пропустили, на следующий столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик, три воздушных петли, находим арку из одной воздушной петли между 2 столбиков, мотива к которому присоединяемся, провязываем соединительный столбик. Первый столбик лепестка следующего ряда нам заменят 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Находим предпоследнюю арку перед углом. Вот уголок, вот предпоследняя арка, соединительный столбик. Поворачиваем изделие и вяжем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. И далее все лепестки уже вяжем так же, как мы вязали. 2 столбика с накидом, 1 без накида. Столбик без накида, 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и довязываем лепесточек. 2 столбика с накидом, 1 без накида. Довязываем эти лепесточки до конца. Дальше продолжим вместе. В предыдущем ушке этот ряд у нас соединялся
между двух мотивов в углу. И сейчас мы точно так же заводим крючок между двух мотивов и делаем соединительный столбик. Сейчас у нас изделие с вами повернуто к нам изнаночной стороной, а у нас следующий ряд завершающий, и в нем провязаны с лицевой стороны ряд ракушек на самой шапочке и ряд ракушек на ушке. Я предлагаю уйти соединительными столбиками до арки перед углом элемента, на который мы с вами сейчас заходим. Мы берем и вяжем соединительные столбики в петли по всему краю этого элемента за одну полупетлю и не стягивая край этого изделия. Либо нам придется оторвать нить и начать вязать с того места. Чтобы не делать лишних узелков, можно попробовать пройти вот так, соединительными столбиками. Соединительным столбиком захожу полностью под 2 полупетли верхнего первого столбика возле угла. Поворачиваю изделие к себе. В предпоследнюю арку от угла мы провязывали столбик без накида. На арку из одной воздушной петли между двух столбиков в середине мотива мы провязывали 7 столбиков с одним накидом. Дальше вяжем странно, зато без отрыва нити. 2 воздушных петли. Внизу отсчитываем 3 петли. В 4-ю вяжем соединительный столбик. И начинаем вязать столбики с накидом на лепестке. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Теперь нам нужно сделать соединительный столбик с последним столбиком только что провязанной нами ракушки. Не очень удобно, но возможно. Подтягиваем этот соединительный столбик покрепче, чтобы он не выделялся. И продолжаем теперь вязать оставшиеся столбики до 7. 3, 4. У нас получилась картина практически такая же, как на другом ушке. Ракушка на шапочке соприкасается в районе 3-го столбика ракушки на ухе. Остальные ракушки по 7 столбиков вяжем без изменений. По 7 столбиков с накидом. Промежуток в одну воздушную петлю не делаем. Довязываем до края. Провязали все ракушки на самом ушке и делаем соединительный столбик с угловой арочкой. Вполне себе достойно мы привязали 2 ушка к чепчику. И теперь можно пройти ряд, сглаживающий острые уголки по лбу шапочки. Вот ниточку мы еще не обрезали. И сейчас мы пройдем здесь немножко, оформим лоб шапочки. В оригинальной шапочке вот эта часть тоже заполнена ракушками, такими же, как мы вязали по краю ушка. Для того, чтобы перейти на вязание этих ракушек, нам нужно также вернуться на 3-й столбик вот этой последней провязанной ракушки. Делаю воздушную петлю, поворачиваю шапочку и прохожу соединительными столбиками под верхние полупетли последней ракушки. Провязала 3 соединительных столбика, делаю петельку подъема
Поворачиваю шапочку, угловую арку вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Переходим в середину мотива на арку из одной воздушной петли между двух столбиков с одним накидом. Вяжем снова 6 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Следующую угловую арку можно провязать столбики с большим количеством накидов. Беру 2 накида на крючок. Провязываю первый столбик. Еще один столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. Мы с вами сейчас связали 2 ракушки после последнего ушка. И пока я подбирала узор, чтобы связать его по всей стороне лба, я уже его довязала и решила не распускать. 2 последние ракушки у нас связаны над одним мотивом. В угол этого мотива я провязала 3 столбика с 2 накидами. И рядышком в уголок следующего мотива я тоже провязала 3 столбика с 2 накидами. И получилась общая ракушка из 6 столбиков, провязанная на 2 разных уголка. После большой ракушки из столбиков с 2 накидами идет ракушка из столбиков с одним накидом. Она провязана на арочке из одной воздушной петли между 2 столбиков с одним накидом. Уголок я провязала столбиками без накида. Здесь их можно провязать 5 или 6. Я провязала 6 столбиков с накидом. Все по 6 и столбиков провязала 6. Дальше снова у нас идет ракушечка из 6 столбиков с одним накидом на арочке из одной воздушной петли между столбиков с одним накидом. Потом идет такая же ракушка. Вот она. Из столбиков с 2 накидами. 3 из них в углу одного мотива, 3 в углу следующего мотива. И снова ракушка из 6 столбиков с одним накидом на арочке из одной воздушной петли между 2 столбиков с накидом. Потом идет снова уголочек свободный. В него провязываем столбики без накида 5 или 6. Снова идет ракушка из столбиков с одним накидом между 2 столбиков на арке из одной воздушной петли. И снова доходим до следующих углов. Первый уголок, второй уголок. В каждый угол по 3 столбика с 2 накидами. Далее у нас идут 2 арочки по 6 столбиков. Одна на арке из одной воздушной петли. Другая ракушка у нас идет в углу мотива. Последняя ракушка приходит на 3 столбик последней ракушки, провязанной на первом ухе. Заканчиваем соединительным столбиком. В принципе, на этом изделие можно закончить и сделать закрепительный узелок. Все зависит от того, из какой пряжи вы вяжете. У меня пряжа очень мягкая, несмотря на то, что она конопляная. Это очень мягкая, приятная пряжа, которая форму не держит. И для укрепления края я прошла соединительными столбиками по всему периметру шапочки и снова вернулась к этому месту, сделала здесь закрепительный узелок и уже тогда закончила изделие. Если у вас пряжа пожестче, чем моя, или вам нравится внешний вид уже связанного изделия, вы примерили, вам все нравится, и вы не собираетесь проходить соединительными столбиками или вязать еще какой-то дополнительный ряд, все, здесь можно закончить изделие. Если вы будете обвязывать соединительными столбиками, предложу вам еще немножко дополнительных столбиков. По ушку я просто прошла соединительными столбиками. На последней ракушке я провязала 2 соединительных столбика. Между ракушек провязала всего 3 столбика с накидом. Прошла по ракушке уже, которая на шапочке. На уголочек мотива провязала столбики без накида, столько же, сколько вязала в передней части. А дальше просто прошла соединительными столбиками до следующего уголочка, в который провязала снова столбики без накида, прошла по первой ракушке по нижнему краю шапочки, снова связала 3 столбика без накида и уже тогда перешла соединительными столбиками на ракушку уха. Одним соединительным столбиком я зашла на ракушку и 2 провязала по
по последним столбикам этой ракушки. И дальше просто соединительные столбики. И вернулась в начало ряда соединительных столбиков. Если вы решили связать просто шапочку, не добавляя ушки до формы чепчика, можно обвязать низ края шапочки точно так же, как мы обвязывали на стороне лба ракушками по 6 или с меньшим количеством столбиков с накидом. Если вы задумали вязать панаму, то из этих же ракушек у вас легко получатся симпатичные небольшие поля. Оригинальная верхняя часть шапочки будет прекрасно смотреться в любом головном уборе. На этом все. Встретимся в комментариях. Ажурный магазинчик.